Здоровый и крепкий сон – залог качественной и успешной жизни. Но что делать тем, кто не может выспаться, да еще и не дает сделать этого своим близким? Сейчас мы находимся в лаборатории сна, где мы обычно исследуем сон человека. В этой лаборатории проводятся исследования пациентов, которые жалуются на нарушение сна, на бессонницу, на храп, иногда на остановки дыхания. Сигнал идет в соседнюю комнату на компьютер, который позволяет нам зарегистрировать, сохранить и проанализировать те потенциалы, которые мы получим в результате исследования. Самая распространенная жалоба, с которой обращаются к докторам не сами страдающие, а их родственники, конечно, храп. Храп, может быть, и не представляет собой опасность, но очень часто он сопутствует такому серьезному заболеванию, как остановки дыхания во сне, которые называются апноэ сна. Сам по себе храп – лишь неприятный звук, который не приносит вреда спящему. Гораздо опаснее то, что у храпящего человека происходят кратковременные остановки дыхания во сне – апноэ. Во время таких остановок дыхания уровень кислорода в крови человека падает до критического. Спящий может посинеть и даже почернеть, чем пугает тех, кто находится рядом. Начинается этот эпизод с остановки дыхания, которая длится 20 секунд. После этого человек начинает дышать с громким храпом, это мы видим вот здесь, на канале храпа. При этом на гипнограмме мы видим, что обычный до этого сон пациента прерывается. Пациент практически просыпается, но на небольшое время, которое он, как правило, не запоминает. После этого идет вновь засыпание пациента, а эпизод апноэ, остановки дыхания, повторяется. Вместе с апноэ происходит и падение содержания кислорода в артериальной крови, иногда до критических значений. В момент, когда останавливается дыхание, как правило, через некоторое время кислородное голодание приводит к тому, что содержание кислорода в крови уменьшается, причем может уменьшаться до критических значений, и человек при этом внешне может синеть или даже чернеть, что, в общем, на близких происходит очень такое тягостное впечатление. Традиционно считается, что храп и апноэ – болезни мужские. Чаще всего храпят крупные мужчины с избыточным весом, злоупотребляющие алкоголем. Однако после наступления менопаузы к ним присоединяются и женщины. Действительно, мужчины болеют чаще, по данным литературы, 2-3 раза, а вот по клиническим данным даже 90 раз чаще приходят пациенты мужчин. Но это иллюзия. На самом деле количество пациентов мужчин и женщин с определенным возрастом выравнивается. Масштабные исследования, проведенные в Европе, США и Канаде, показали, что нарушениями дыхания во сне и храпом страдает каждый 10-й житель этих стран. Что может значительно снижать работоспособность этих людей и нередко инвалидизировать их. А так как мы сталкиваемся с пациентами, которые болеют ночью, нередко сами пациенты не приходят к нам с жалобами на те или иные симптомы. Обычно их приводят люди, которые спят рядом. И нередко эти пациенты просто не знают, что они больны, иногда тяжело больны. А если мы говорим, что храп сочетается с остановками дыхания, то это уже заболевание, и человек, который имеет храп и остановку дыхания, является больным человеком. Опасность представляет, прежде всего, снижение качества жизни. Такие пациенты, как правило, сонливы днем, они плохо работают, они невнимательно водят машину, могут попасть в дорожно-транспортное происшествие. И кроме того, в последнее время стало известно, что очень часто остановки дыхания идут рука об руку с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Нередко у таких пациентов случаются преждевременные инфаркты, инсульты, причем нередко ночные, а нередко эти пациенты страдают сердечной недостаточностью или умирают от остановок сердца во сне. От храпа и апноэ можно избавиться. Важно лишь вовремя обратиться к врачу. Причиной храпа может быть искривленная перегородка носа, увеличенные миндалины или видоизмененная небная занавеска. В этом случае необходимо оперативное вмешательство. Пациенты, которые приходят к нам с легкой степенью нарушения дыхания, мы обычно рекомендуем им сбросить вес, перестать курить. И даже эти простые рекомендации помогают избавиться от болезни. Если же болезнь продолжается в течение 10-20 лет, необходима помощь специальной аппаратуры. Приборы, которые применяются в ночное время, маска, которая одевается на лицо, соединена с прибором, который дает
положительное давление верхней дыхательной, тем самым устраняет их западание и, соответственно, убирает и нарушение дыхания. При самых тяжелых формах маску придется надевать на себя каждую ночь в течение всей жизни. Увы, но другой возможности восстановить сон и обезопасить себя и близких от храпа и апноэ пока не существует. В настоящее время нет лекарственных средств, которые эффективно помогали бы от храпа. Поэтому, если пациент надеется приобрести в аптеке ингаляторы, спреи, капельки, которые снимут у него храп, тем более берут апноэ, остановки дыхания во сне, то он глубоко заблуждается. Те методы, которые я перечислил, являются в настоящее время основными и действенными методами для лечения